Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одесса на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Ребята, у нас сегодня фуршетный стол, и не только фуршетный стол, у нас и шинка из курицы будет, и соус биск. Ну, ребята, посмотрите, что у нас на столе. Настоящая одесская солянка. Ребят, давайте так. У нас будет сегодня канапе. Вот канапешки я взял. Канапешки, я говорю, я извиняюсь. Канапе, вот давай, канапе. Давайте канапе. Канапе у нас будет капреза. Вот они. Здесь у нас уже подготовленные. Сзади для капреза, соответственно, мой собственноручно выращенный базилик зеленый, экологически чистый. Ребята, все, канапе мы отобрали. Тарталетки, ребята. У нас будет 3 вида тарталеток. У нас будут тарталетки, ребята, наполняться они будут крем-сыром и соусом, даже не соусом, можно сказать, пастой из креветок и авокадо. Расскажу, как я ее делал, очень просто. И они будут с креветками тоже и с мидиями, ну немножечко красной икры для украшения. Дальше будут канапешки у нас с сурими. У меня вот такие клешни. Сурими, вот такие клешники. Взял сурими, сделаю. Но еще покажу, как маринуются сурими. Не просто сурими, которые размороженные вы взяли. Я покажу именно, как замариновать их для канапе. Ну и, конечно, креветки покажу. Все покажу, как я готовлю. Дальше соус биск. На соус биск нам понадобится вино, коньяк, лук, чеснок, морковочка, сельдерей, томатная паста, ну и водички, конечно, нам понадобится. И потом соус же биск основное делается. Никогда не выкидывайте шелуху, очистки от креветок. Они нам понадобятся для соуса биск. Дальше что у нас еще тут остается? У нас остается совсем немножко, совсем чуть-чуть. Да, вот, кстати, я сказал, что буду мариновать сурими. Здесь у меня укропчик. И вот понадобится специи для салата у меня. Одни, вторые. И пару зубчиков чеснока. И подсолнечное масло, соответственно. Если нет укропа, ничего страшного. Так, для соуса биск я перечислил уже вам все. Ну, дальше остается у нас шинка куриная. Куриное филе. Любое, какое вам подойдет. Я люблю ножки, от ножек беру мясо. По специям здесь фосфат пищевой, мускатный орех, черный перец и чеснок. Ну, конечно, нитритная соль. И колба нашего времени, и кулечек для нее, потом для того, что мы будем томить. Суит, я ее называю, но это колба времени у нас. Шинковарка, ребята, по-нашему, по-обычному, по-одесски. Ну, вроде все перечислил. Ну, соль, перец, масло, это понятно. Оливковое масло надо будет нам для канапешек капреза. Вот такая вот у нас будет банкетная поляна, то есть фуршетно-банкетная, будем говорить, поляна. Ребята, как всегда, немножечко все раздвину. Аккуратненько все сложу, что в холодильник, что вы можете раскладывать как вам удобно. Я начну, как всегда, с шинки. Мне ее надо засолить. Встретимся. И начинаем наше приготовление вот этого фуршетного стола. Всего то, что мы сегодня будем делать из курицы. Шинка куриная. Ребята, специи, как всегда, отправляем на недельку в баночку. Все можно всыпать в одну. Напоминаю, что здесь пищевой фосфат, мускатный орех. Все, как всегда, что возможно, все опишу, ну шинку точно. Сколько к чего в описании будет видео. Чеснок сухой и перец черный, молотый. Ну и нитритная соль, вы сейчас увидите, что я дальше буду делать. Я беру ножик, досточку. И нарезаю, ребята, шинку нарезаю таким, тоже не сильно мелким, не сильно крупным. Где-то, я думаю, вот такими кубиками будет достаточно. Это курица. Вот так вот нарезаю. Я же говорю, вот у меня здесь бедро целое, от кости очищенное. Со шкурочкой, совсем. Хотите шкурочку очистите? Я люблю, вы знаете, жирная. Я жареная люблю. Хотя здесь она, будем так говорить, все-таки вареная. Все, перережу, покажу, что дальше.
Ребятки, и как сказал мне один технолог колбасный, специи, мясо, ну а все остальное дело это фантазия производителя. Вот так вот. Вот в процессе приготовления я решил, что я хочу еще не просто только крупными кусочками, но и помельче. Вот я режу еще вот такими вот кусочками совсем маленькими. Это не все, вот маленькими. Я разворачиваю еще и перерезаю эти кусочки мелкими. Не все, где-то процентов, наверное, 30 я это сделал. Вот почему мы кушаем вкусную шинку, вкусную колбасу, потому что производитель вносит свои коррективы в производство продукта. Нарезал я нашу курочку. Ребята, нитритную соль частями. Первую часть, как всегда, отправляю и начинаю перемешивать. Тщательно перемешиваю. Перемешал первую часть, как раз, чтобы она снизу оказалась. И вот сейчас новое мясо, чтобы оно так распределилось равномерно, чтобы долго не мясать вторую часть. Перемешиваю, ребята, в баночку слаживаю. Я уже показывал на свиной ветчине. Вы можете посмотреть видео, оно выйдет скоро, раньше, чем куриное. И на 7 дней до плюс 5, плюс 5, плюс даже до плюс 8 градусов в холодильнике. Можно вакуум отправить, у кого есть вакуумная машина. Я отправляю просто в баночку, застеляю пищевой пленкой в притирочку и крышечкой пластиковой закрываю. И на 7 дней в холодильник, 5-8 градусов, будет просаливаться это время. Потом вернусь и покажу, что я дальше с ней делаю. А этим временем мы будем готовить наш фуршетный стол, продолжать. Представляете, 7 дней готовим фуршетный стол. Конечно, шучу, но время на видео всегда летит молниеносно. Для вас, а для меня это 7 дней. Переходим дальше, пока уже наша шиночка солится. Мы займемся сурими, потому что оно должно промариноваться где-то, ну, желательно 2-3 часа, ребят. Все отправляю в полиомысочку. Видите, оно у меня уже даже подсохло. Я специально вылил воду, разморозил. Все. Вот это сурими, это те же палочки крабовые, только в форме клешней. Но мы сегодня их облагородим и сделаем идеально маринованные, чтобы мы в тарталетках кушали настоящие крабовые палочки. Все есть. Ребята, что дальше? Дальше все просто. Дальше вот эти специи, 2 для салата. Вот, отправил. Взял чесночочек на мою супер терочку, натер. Все, весь чесночочек сюда. Но сейчас я, конечно, прерву прямой эфир. Я хочу помыть, чтобы не заслок от чеснока, наша супер терка. И руки, конечно. Дальше все, чесночочек здесь, помыл нашу терочку, соль. Потом попробуйте, ребята. Ну, пробовать нужно где-то через минут 15-20, чтобы соль растворилась, полностью растворилась. В сурими тоже они добавляют соль. Перчик. Есть. И немножечко укропа. Где мой супернож? О, как раз суперножик. Немножечко укропа я сразу вот так вот нарежу. Перемешиваю сначала вот так аккуратненько все это вместе. Все это вместе перемешиваю, чтобы специи вместе перемешались с солью, с чесночком. Вот они какие уже красивые, да? Ребята, дальше я отправляю подсолнечное масло, можете оливковое, чтобы еще полностью специи хорошо перемешались. Есть. Кто хочет, может добавить оливковое. Ну, у меня есть, я добавляю пока с подсолнечным, потому что мне нравится с подсолнечным. Можно пару капель воды добавить, ребят, любой воды добавить пару капель, а может быть и сухого белого вина. Пару капель. Тоже будет очень-очень даже хорошо. У нас есть, кстати, сухое белое вино. Но надо, я чуть-чуть буквально возьму чистую ложечку. Вот, символически, вот 2 ложечки при вас. Раз, 2. От того не убудет. Это у нас вино для биска, соуса биск. Есть.
Вот, чтобы более сочнее было. Вот она сразу, видите, о, с вином как заиграла. Хорошо растворяется. Ребята, в каждые где-то минут 30, не надо каждые 10, 15 минут 30 мешаем. И отправляем, конечно, сейчас укропчик наш сюда. Все, укропчик отправили, перемешали. И вот где-то очень даже хорошо, чем дольше оно промариновано, а ночь вообще будет шикарно. Ну, ночь я сегодня не буду ждать. Хотя у меня есть 7 дней, да, от шинки. Ну ничего, смотрите, какая красота получилась. С укропчиком вообще она заиграла. Вот красная с холодными цветами. Теплый красный с холодным укропчиком зеленым. Вот. Вот такая красотища. Все, мешаем где-то через минут 15, чтобы оно наполнялось соком. То, что мы сделали. Не забудьте одну попробовать на соль. Ребята, и сейчас мы начинаем готовить наши креветочки. Вот, выложил я их. У меня такая вот креветочка маленькая. Возьму ручку. Взял, как раз она как раз уварится для тарталетки. Мои вот тарталеточки. Видите, сам пек прямо из магазина. Маленький. Все, залил их водичечкой, ребята. И как всегда фантазия производителя. Вот у меня были корешки, укропчика и петрушечки. Я вот сюда отправлю к ним. Тоже они дадут аромат. Включаем газ. Закипает. Только закипело 3 минуты, засекаем, выключаем и вынимаем. А этим временем, пока закипает наша креветочка, мы займемся. Хочу сегодня на тарталеточках сделать тушеную креветку в собственном соку. Чуть-чуть маслица. Можно, опять же, оливковое. Я подсолнечное использую. Вот так вот немножечко распределяю. Огонь средний. Сейчас чуть-чуть нагреется. И отправляю нашу мидию. Хочу в собственном соку сделать мидию. Все. Ребятки, для того, чтобы немножко она схватилась, была такая... Хотите мягкую, не добавляйте лимонную кислоту или лимонный сок. Хотите немножечко, чтобы она схватилась, чуть-чуть лимонного сока. Все, процесс пошел, в собственном соку делаем. Где-то, ребята, она уже готовая, она уже вареная, не разваривайте, не затушивайте ее совсем. Ну, где-то, вот она начнет сейчас с двух сторон по минут 10-15, и все, я покажу, что будет. Уже начинаешь кварчать. Ребята, вот, закипело, мы солим, 3 минуты засекаем, пробуем водичку, чтобы она была соленоватая. И, соответственно, выключаем и вынимаем нашу креветочку. Можно даже дать, я иногда даю ей постоять, ну, не сильно долго. Можете этот шум снять, пену, если вам не нравится, можете убрать ее. Все, варим дальше. Время идет. А этим временем, кстати, рядышком вот, ребята, сразу, видите, немножко они побелели. Почему? Фантазия, опять же, производителя. Захотелось мне немного добавить каплю майонезика, уже посолил, поперчил. И вот, видите, тушу. Вот, чтобы оно вместо масла добавил немного майонеза своего любимого, чтобы оно было сочнее. Эти мидия уже так форму приобрела, то, что была расплющена. Напитывается как раз вот этого тушеного сока майонезного в собственном соку. 3 минуты уже заканчивается, выключаем и вынимаем, остужаем. Все, креветочку достал, мидия уже тоже, посмотрите, какая смачная, уже сочная. Готова у нас. Пусть остывает, нам нужно, чтобы она была остывшая, что-то другое. Здесь мы что сейчас? Нам нужна само брюшко креветки, голову мы отрезаем, вот аккуратненько, и почистим креветочку. Я чищу руками, ребята, все оставляем, потому что все то, что мы почистим от креветочки, да, нам нужно будет для соуса биск. Все оставляем. Вот головы оставляем, щупальцы, хвосты, как его, все. Вот то, что не нужно. Вот то, что нам нужно, это только мякоть креветки. Очень аккуратно очищаю каждую креветочку друг за дружкой. Все. И тоже отправляю остывать. Ребята, посмотрите, все красиво, и я, как всегда, как поросенок, буду на этом фоне чистить все остальные овощи, которые нам нужно для соуса биск. Это лук. Очищу. Это морковочка.
потру. Это чесночок где-то зубчиков 10 нужно будет. Разберу и, конечно, каждый очищу. Ну и что, начинаем готовить наш соус биск из креветочных панцирев и немножечко еще всего остального. Это идеальный соус, подойдет для любых канапе, для любых морепродуктов. Ну и, конечно, он используется в супах. Ребята, поставили греть сковородочку. Оливковое, либо подсолнечное масло. Я люблю подсолнечное масло. У меня почему-то перебивает вкус оливкового масла. Вот, люблю в салатах, да, в некоторых салатах я люблю. Все, отправляем чеснок целиком на сковородочку. Будем обжаривать. А пока чесночок у нас поджаривается, отдает аромат маслу. У нас здесь на досточке лук. Лук режем крупными кусками. Морковочка убежала, обиделась. Крупными вот такими кусками режем. О. И рядом сразу же режем морковку на 2 части. Если пальцы не порежу, боюсь. Но ничего, боишься, значит, знаешь, что не порежешь. Все боксеры, повара боятся порезать пальцы. Ну, боксеры боятся получить нокаут. Но они выигрывают из-за этого. Кто не имеет страха, тот не умеет выигрывать. Есть. Все у нас есть. Здесь нам нужно еще вот это, вот это. Здесь у меня больше сельдерея. У меня не было свежего сельдерея. Если у вас есть свежий сельдерей, используйте свежий сельдерей. Ребята, вот так перемешиваю. Прямо вот. Не буду подкидывать, потому что масло по всей кухне разъедится. Дальше отправляю сюда же морковочку и лук. Тот лук, который убежал, возвращаем. Все. Здесь сильно обжаривать не надо. Достаточно вот на большом огне, даже я прибавляю огонь, чтобы оно вот так прихватилось. Оно должно быть все свежее. Это же свежие панциря наших креветок. Они же свежие, только сварились. Так и все остальное, все овощи. Есть. Сейчас немножечко уберу то, что не нужно, а как раз за это время обжарится наша морковочка и лучок. Чуть-чуть притушил. Вот. Не надо сильно зажаривать. Притушил. Отправляю вот наши креветки с головами, то, что мы очистили. Полностью все сюда. С усами тоже. Есть. Чуть-чуть перемешиваю со всем этим делом. Ребята, сюда же специи. Ну, у меня больше здесь сельдерея. Ну и морковочка тоже есть сухая. Если есть свежий сельдерей, отправляйте, конечно, свежий сельдерей. Стебли, корень, особенно корень. Я, как всегда, использую немножечко масла. Чуть-чуть. Использую то, что под рукой в Одессе. Не было сельдерея. При том же этот соус был придуман просто в идее сразу, когда я уже купил креветки, пришел домой, а у меня нема сельдерея, не побегу за ним сегодня. Все. Дальше у нас отправляется немного спиртных напитков. Можно поджечь, но я отправляю хороший коньяк. Не буду поджигать. Пусть аромат даст, а не выветрится сильно сразу. Ой, какой аромат. Ребята, хороший коньячок 5-звездочный аромат дает замечательный. Выпариваем спиртное из коньячка. Оставляем только аромат. Нам нужен только аромат, оно как специя идет. И стакан белого вина. Сюда же. Выпариваем белое вино. Выпарю, вернусь к вам. Ребята, и вот выпарилось полностью. Вот я еще мешаю, еще даже выпариваю полностью влагу. Это самое главное. Вы не смотрите вот на зеленые стебли. Мы, помните, варили креветки. Я оставил именно вареная вот зелень. И у меня был вареный бульончик. Бульончик оставил специально. Не выливайте его. Вот такие авторские моменты, видите, дополняю в наши рецепты. Вот смотрите, вот только выпарила зелень. Я беру томатную пасту.
И вот сюда, в наши креветки с луком, морковкой, с зеленью, ну и, конечно, с панцирями, отправляю томатную пасту. Это ложка томатной пасты. Если надо, описание оставлю опять же для этого соуса в этом видео. Перемешиваю. И вот здесь вы не отходите от плиты. Вы перемешиваете, чтобы вот томатная паста не сгорела. Ее надо поджарить вместе с креветками, со всеми овощами. Вот так вот. Просто перемешать, поджарить. Смотрите, но она должна жариться. Не вариться, не тушиться. А вот томатная паста уже должна обжариваться. Томатная паста пережарилась. Соль, перец. И бульончик должен быть горячий. Либо вода, если вы вылили бульон под креветок. Можно горячую просто воду использовать. И бульончик. А даже не будем перемешивать, вместе с бульоном уже перемешаем. Чтобы покрыло. Если не, мне не хватит, а мне хватило. Вот видите, как раз вот этот бульончик с усиками еще. Раз, усики туда. Это обязательно. Без усиков вкус не тот. Помните в какой-то поговорке, кто там? Кот с усами, да? Все. 30 минут на маленьком огне. На маленьком прикручиваю. 30 минут. 20-30 минут. Тушим это все. Вот так вот. Видите, как выглядит красиво. Все перетушим. А дальше, конечно, все секреты расскажу вам. И вот наш биск, одесский биск, конечно, с творческим подходом, потому что каждый готовит этот соус по-своему, идеально, это мой. Ребята, готовьте так, для супов, для всего, а мы сегодня будем просто поливать наши блюда и вкусно кушать. Сейчас мы это все выключаем. Взял мысочку, пересыплю сюда и покажу, что дальше. Пересыпали все это в емкость, берем погруженный блендер и перебиваем. Начиная с четверочки, потихонечку, как всегда моя любимая четверочка, и подключаю турбо. Не поднимаем сильно, чтобы не ляпать. Сейчас перебью, чтобы не жужжать. И почему этот соус биск очень хорош? Потому что он используется для различных блюд. Вы можете использовать, как и мы, для канапе, допустим, либо для фуршетного стола, либо для мяса, ну и, конечно, для супер супов. И мы сейчас вот это все перебитое, красивое, красивого цвета, которое оно должно быть. Оно должно быть желто-оранжевое. Процеживаем через сито, то, что мы перебили. Отправляю. О, ложка у меня уже есть, я еще взял вторую. Вот так вот. О, отправляю на сито. Все выливаю. Горячая еще. Так вот. Все. И полностью процежу. Все, что у меня здесь есть. Оп. Сейчас. Вот так вот. Чтобы не пачкаться. Вот так вот. Все. Аккуратненько ложечкой процеживаю. Вот там оно провалится. Все, чтобы не было ни одной шелухи. Да, мы перебили. Но ни одной должен только быть вкус соуса. Идеального биска. Биск. Увидимся. И вот соус биск готов. Вот такой консистенции он должен быть. Он не должен быть густой и не должен быть жидкий. Попробую. Ждите суп. А мы сегодня готовим дальше. Ребята, конечно, я при вас приготовлю следующее блюдо. Но в первую очередь это, конечно, начинка, как я говорю. Начинка у нас из крем-сыра. Крем-сыр купленный. А вот креветка авокадо просто готовится. При вас приготовлю еще в следующем видео. Здесь 3 креветки, пол авокадо и немножечко сливок и моего любимого майонеза. Я это все перемешиваю, соединяю и дружу.
так вот хорошо, знаете, так перемешаю. И, конечно, начнем готовить наши тарталетки. Все, переколбасили вот этот коктейль сырный с пастой авокадо и пересыпаю в кулечек. Там насадочку одел себе, любую насадку можете одевать, можете просто без насадки это делать. И, конечно, завяжу. Вернусь. И вот, посмотрите, все, помыл наш базиличок, экологически чистый. Будем готовить с удовольствием. Берем помидорочку, отрезаем вот этот хвостик дальний и разрезаем на две части. И теперь нам нужно, посмотрите, половинки помидор, один моцарелла, вот так вот, листик один, и вот второй базилик оставляем. И все, посмотрите, это уже не надо. Мы берем шпажку, берем помидорку, смотрите, помидорочку накалываем на шпажечку до конца, вот так, только чтобы держалась. Базиличок вот так вот, раз, два, вовнутрь, чтобы зеленка только была, три, вот зеленочка, да, накалываем. О, он прошел как по маслу, идеальный, потому что он мой, домашний. О, красота. Затем моцареллочку, так, раз, есть. Потом опять же базиличочек не светлой стороной, а вот этой зелененькой. Сглаживаем красивенько конвертиком. Вот конвертиком. И вот так вот. Где конвертик? Оп. Зелененько. И, конечно, помидорочку. Шпажки не деревянные. Вот что у нас получилось. Все. И вот капреза почти что готова. Заправочку покажем позже. Потому что мы просто нанизали, сделали красиво для вас. И сейчас займемся тарталетками, а потом покажу, как я заправляю капреза. Наконец-то понадобилось вот такое существо, досточка моя идеальная. У нее есть еще поддончик, если что. Можно там спрятать некоторые вещи. Все, ребята, занимаемся. Вот, взяли, распрямили. И каждую тарталеточку по чуть-чуть, красивенько, вот так вот. Вот, смотрите, вот так вот. О, работает. По чуть-чуть. Вот уже наши тарталеточки подготовлены. Посмотрите, какая красота. Старались, выдавливали и выдавили красоту. Начнем с мидий. Вот берем мидию одну. Классно. Вот, берем так, раз. Я люблю не одну мидию на тарталетке, а люблю 3. Бог любит троицу. Вот так вот. 3 мидии. И следующую так же само. Раз. 2. 3. Ребята, вот с мидиями уже готово. Немножечко красной икры в серединку. Для идеала вам. Чтобы вам было вкусно. Такие тарталетки вам не готовили никто. Только одессит на кухне. С удовольствием, с душой. Наши идеальные креветочки. Беру вот так вот. Ложу боком. Почему? Расскажу. Вот так вот. Вот красивенько. Одну за другой. И пошли дальше. Ребята, смотрите. И здесь у нас виноградинка. Красивая виноградинка. Вот так красиво украшена. Можно взять петрушечки, можно взять укропчика. Но сегодня у меня в холодильнике я нашел виноградинку, ребят. И беру, делаю для вас. И последние наши тарталеточки сурими. Вот они какие красивые, посмотрите, замариновались. Можно я вам
Не буду пинцетиком, как все делают, а ручками. Просто поставлю вот так вот. Раз, два, три и так далее. И почти что у нас все готово. Посмотрите, какие красота. У нас тарталетки, соус. И здесь еще салат капреза, который нужно доделать немножечко. Нам нужно немножко соли. Перца. Чуть-чуть. Да, чтобы все было посыпано. Потом берем со стола. И попшикать. Вот это все убираем. И попшикать оливковым маслом. Пробуем наш фуршетный стол. Посмотрите, какая красотища, ребята. Разверну даже досочку для вас специально. Вот так вот. Не знаю, с чего начать, честно говоря, не знаю. Соус, наверное, оставлю в сторону. Я хочу... Соус дополнит всегда. Вот этот соус биск дополнит любое блюдо, то, что у нас на столе с рыбными вариантами. Это... Давайте начнем с канапе. С передней части. Канапешка называется у нас капрезо. Капризный. Видите? Здесь помидорка, базилик, моцарелла, базилик и помидорочка. Пробуем. Забыл добавить, что я посолил, поперчил и сбрызнул оливковым маслом. Идеальный капрезо. Пробуем. Вкусные. Здесь креветка, тот же соус и виноградинка. Пробуем. Что я вам скажу? Сочность виноградинки дает креветке определенный сладко-кислый вкус. Но она просто сваренная. И в этом соусе она идеальна. И следующая тарталеточка. Вот прямо по ходу делаем. Сурими в этом же соусе, в этой же тарталетке, но замаринованной по моему рецепту. Какая красота. Щупалец. Пробуем щупалец. Дракон. Ква-ква. Но первое, второе место и третье, конечно. Первое место по сытности задает сурими. По сытности, потому что очень насыщенный. Вы видели, что я очень долго жевал его. Действительно очень много специй и маринада в нем. По нежности второе место занимает креветка с виноградом. И третье место обалденовская, как всегда, наша черноморская мидия, которая прекрасно приготовлена с красной икрой в этом же соусе. Забыл за соус, кстати, сказать. Попробую пальчиком, ребят. Никаких ложек, ничего, по-одесски. Что за соус? Биск. Посмотрим. Нежно-кислый. Со всеми вкусами морковки, лука и, конечно, креветочным вкусом. Это идеально подходит для всего этого. Ребята, увидимся на пробе шинки.
И наши канапе готовы. И, конечно, тарталетки. И солится шинка в холодильнике куриная. Традиционный анекдот от меня, это 10 на кухне. Разговор с парня с девушкой. Что бы ты выбрала между диетой или шоколадом? Ты мне лучше скажи, черный, белый или молочный? Ребята, ну мы еще не на пробе, конечно, шинки, да, после тарталеток и вкусного соуса, ребятки. И мы достали нашу ветчину куриную. Посмотрите, вот видите, в простой банке держу. Ровно неделя прошла. Видите цвет ветчины. Вот что значит нитритная соль. Не изменился, абсолютно красивее даже стал, чем был при начале приготовления. Просто вот крышечкой пластиковой и прямо при вас вскрываю. И кулечек. Видите, даже верхушка. Смотрите, какая розовенькая, красивенькая верхушка. Все. Ребята, поставил сразу водичку. Нам нужна будет кастрюлька. Колбочку нашу достал времени, специи уже в мисочке, воды. Вот у меня килограмм здесь курочки, 100 грамм воды, 10%. Ребят, все в этом видео, в описании, все укажу, сколько, чего, куда. Ну, термометр любой, который вы можете замерить температуру, потому что надо будет замерять температуру. Все, ребята, сейчас перемешиваем нашу курочку не руками, у кого есть миксером, у кого ложка, ребята, можно чем угодно. Часть специй, как всегда, высыпаю на курочку, вот половинку, и начинаю, и чуть-чуть водички сразу даже могу, вот прямо сразу чуть-чуть, половинку тоже водички. И на средних оборотах начинаю, чтобы его не сильно кидало. Где-то все это делаю, вот сейчас 5 минут перемешаю так, добавлю остальную часть специи и водички. И еще 5 минут, 10 минут того общее перемешки. Перемешал, ребята, капсулу времени берем. Кто смотрит наши видео, там есть уже шинка бусида. Принцип приготовления абсолютно одинаковый. Немножечко специй отличается. И принцип перемешивания может быть со специями. И все. А так я готовлю вот в капсуле времени, как я сувид называют, погружной. Есть сувид, который отдельно ставится. У меня такой сувид. Либо просто обычно ветчиноварка, шинковарка. Шинка, ветчина, ну это почти что одно и то же, ребят. Просто названия в разных странах определяются по-разному. Все, отправляю и покажу, как я трамбую. Все, ребята, смотрите. Утрамбовываю сначала ложечкой, да, вот. Утрамбовал ложкой максимально. Затем наш кулечек поднимаю вот так вот наверх. Старайтесь аккуратненько, чтобы не порезать его. О. Все. И как всегда вслаживаю поплотнее вот таким трехугольничком, как я говорю. Вот даже вот так вот заворачиваю наверх. О! Чтобы поменьше. Влага должна быть именно в нашем вот этом кулечке. Вот этот кулечек специально для шинковарок, ветчиноварок. Так же самое можно использовать кульки для вакуумной упаковочки. То же самое абсолютно. Выдерживают эти температуры. Вот принцип очень простой. Пружиночка, прессик. И теперь главное попасть называется. Я сразу примерно выставляю, чтобы попасть в это дело. Вот в этот раз. Главное, что все в 3 сразу. Видите? И все. Я потихонечку начинаю вот так вот придавливать. Все равномерно, главное попасть. Попал в этот раз? О, попал. Отлично, со всех сторон. И теперь я выравниваю посередине, вот это, посередине, где вот идут лепестки крепления. Я вот так, оп, еще чуть выровню. Ну, вот здесь вот посередине, все вот отверстие, лепесток крепления. Примерно вот, ну, где-то посередине. Так, теперь слушаем внимательно, ребята. Где-то водички, погружаем водичку, где-то сантиметра 2. Сантиметр самое такое вот, ну не под самую крышечку. То есть вот, на палец, грубо говоря. Вот я делаю на палец, ребята. Погружаю в воду на палец свой.
Вы смотрите, чуть выше, чуть ниже, потому что оно все равно спрессуется, где-то оно всегда в итоге получается чуть ниже, но вода должна покрывать по самый верх. Чтобы не было шока сразу для мяса, нужно его немножечко прогреть, да, после холодильника, потому что мы еще будем делать шок. Я вернусь после того, как мы сварим ее. Первое, мы ставим на 45 градусов, где-то 40-45 градусов на 30 минут прогреваем. Прошло 30 минут, мы ставим 70-75 градусов на 3 часа. Возвращаюсь к вам, и потом самые секреты, как всегда. Ребятки, все, сварилась наша шинка, даже уже охладилась, будем так говорить, в холодильнике, целую ночь охлаждалась. Что мы сделали после варки? То есть мы достали, и эту вот капсулу времени я опустил в воду со льдом, чтобы сразу же ее моментально охладить, такой сделать шок для нее температурный, с горячего в холодное. То есть можно это делать, можно не делать, от вкуса не поменяется, но более плотнее шиночка станет наша. Ребятки, что? Вскрываю при вас куриная ветчина, шинка. Аккуратненько, чтобы не выстрелило все вот так вот. О, есть, вскрыли. Есть. Достаю нашу. Сейчас. Тут еще не так все просто, потому что с холодильничка она замерзшая. Главное, чтобы она не бахнула резко. Посмотрите, в общем-то, что у нас. У нас желешка. Я сейчас аккуратненько, немножечко она остынет. Она просто сразу у меня с холодильника. Видите, постепенно я сейчас буду, вот она поднимается, видите. Чтобы она не стрельнула, чтобы не тянуть ваше время, я аккуратненько сейчас выну эту нашу прижимную капсулку. Все, снял прижимную пружинку нашу прижимную с пластиночкой. Вот так вот выглядит внутри. Вынимаю прямо при вас. Вот так вот потихоньку. Вот она пошла. Все, вынимаю. И вот она у нас на столе. Посмотрите, пока я тут еще соберу немножечко желе. Красота какая, да? Будем сейчас разрезать, ребятки. Прямо при вас. Буду разрезать и показывать, что у нас там в середине. Как всегда, посередине режу. О, плотненько, видите, хорошо. И в этот раз даже не буду сам смотреть, сразу разверну к вам. И потом посмотрю вместе с вами. О, еще надо чуть подрезать, чтобы хорошо развернуть. О, есть, развернуться. Да. И вот у нас что получается, ребята. Ай, какая красота, наверное, уже. Ой, как красиво. Посмотрите, какой шедевр. Все, ребятки, сейчас нарежу, как всегда, кусочками, сфотографирую и вернусь к вам на эту шикарную пробу. Ребята, и второе основное блюдо из множества, приготовленное нами в этом видео, это и тарталетки, это и канапе капреза. Ребятки, вот и соус, в том числе бис. И вот у нас шинка, ветчина, как хотите называете, куриная. Плотность вы уже видали, когда я разрезал, достаточно плотная. С вашего разрешения попробую руками и покажу, как она рвется. Давайте прямо с середины вот так возьмем кусочек, да. Вот посмотрите, как она рвется. Достаточно плотная, желейная колбаска. Ну что, пробуем? Вот прямо оторвал два кусочка и сразу два кусочка и попробую. Аромат, посмотрите, вот какая красотища. Вкусная, натуральная, куриная. Ветчина, шинка. Ребята, готовьте вместе с нами, это очень просто, и не надо вам будет покупать в магазине эти колбасы. Вы всегда себе сделаете на завтрак ту колбасу, которую вы хотите. В предыдущих видео уже есть колбасы, там мы делали шинку бусида, делали и
свиную шинку или ветчину, как вы хотите называйте. Здесь от перемены слагаемых сумма не меняется. Просто очень вкусно. А с вами была действительно кухня с пальчиками, с колокольчиками. Разбирайтесь. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива. Вам и, конечно, вашим семьям здоровья побольше. До скорых встреч, друзья. Пока. Пока.